Белая больничная простыня казалась ослепительной на фоне серой больничной палаты. Но лосяш не отводил от нее своего тоскливого взгляда. Его крупная голова с мягкими, чуть обвисшими ушами лабрадора-полукровки тяжело покоилась на передних лапах. Время от времени он шумно вздыхал, и этот звук, глубокий, полный самого настоящего человеческого отчаяния, заставлял вздрагивать медицинских сестер, проходивших мимо приоткрытой двери. Койка была совершенно пуста. И еще вчера на ней лежал тот, кто составлял весь смысл жизни лосяша. Человек, чей запах, смесь домашнего табака, дешевого одеколона и бесконечной согревающей доброты, сейчас стремительно выветривался из помещения, уступая место едкому запаху хлорки, спирта и чужих лекарств. Лосяш не знал, что такое онкологическое отделение или внезапная остановка сердца в предутренние часы. Он знал только одно — его любимый человек ушел, но обещал всегда возвращаться. И лосяш преданно ждал, отказываясь верить в то, что мир вокруг него навсегда изменился. Когда санитары увозили пустую металлическую каталку, лосяш даже не шелохнулся. Он остался сидеть у железной ножки кровати, превратившись в живое, застывшее изваяние непреодолимой скорби. Именно тогда одна из волонтеров местного приюта для животных, экстренно вызванная растерянными врачами, сделала тот самый снимок. На фотографии, сделанной против блеклого света из больничного окна, четко выделялся силуэт одинокого пса. Его шерсть, обычно отливавшая на солнце теплым золотом и спелой рожью, казалась тусклой и безжизненной. Но главным в этом кадре были глаза. Огромные, карие, полные такой невыносимой взрослой боли, какую не всегда встретишь даже у повидавших виды людей. Вечером того же дня в одной из популярных социальных сетей появился пронзительный пост, который начинался со слов о том, что этот лосяш — лабрадор-полукровка. Автор публикации рассказывал, что этот пес всегда отличался удивительным, феноменальным дружелюбием. Он был из тех редких собак, которые любят абсолютно всех без разбору. Дворовых кошек, пугливых детей, случайных прохожих и даже ветеринаров. Однако сейчас его доброе, доверчивое сердечко было полностью разбито. Ушел из жизни единственный хозяин собаки. И боль от этой страшной утраты была просто не под силу вынести псу в одиночку. В тексте говорилось, что лосяшу как никогда нужна новая семья, которая бы искренне любила его и помогала бы перенести это ужасное горе. Пользователи социальной сети были до глубины души потрясены и этой трагической историей, и этим душераздирающим фото. Снимок пса у пустой постели мгновенно разлетелся по экранам смартфонов и компьютеров, вызывая у людей лавину эмоций. Они стали активно делиться данной информацией с друзьями, родственниками и коллегами. Эффект оказался ошеломляющим и молниеносным. Лишь за первые 2 дня у этого поста было уже более 5000 лайков и репостов больше 4000. Лента комментариев под публикацией превратилась в огромную, непрекращающуюся стену коллективного сопереживания, где каждый пытался выразить словами то, что разрывало сердце от одного взгляда на собаку. Это был настоящий рекорд вовлеченности для маленького регионального паблика. Люди не могли пройти мимо чужой беды, даже если эта беда ходила на 4 лапах. Вот отдельное высказывание тех, кто видел эту пронзительную фотографию и не смог смолчать. Один пользователь пишет в комментариях, что собаки — это такие удивительные животные, которые будут любить своего хозяина до самого последнего вздоха, несмотря ни на что, и никогда не предадут, в отличие от многих людей. Другой сообщает в своей короткой заметке, что у него самого мгновенно выступили слезы от одного только снимка собаки, настолько осязаемой была переданная через экран тоска. Третий пользователь эмоционально обращается ко всей читающей аудитории с горячей просьбой во что бы то ни стало позаботиться о верном песике лосяше, найти ему самый лучший дом и вернуть веру в человечество.
Пока в виртуальном мире кипели нешуточные страсти и множились комментарии, сам Лосяш находился в приюте, куда его доставили из больницы. Для домашней собаки, привыкшей к мягкому коврику у дивана и тихому ласковому голосу хозяина, приют стал настоящим испытанием. Вокруг оглушительно лаяли сотни других несчастных псов, пахло чужим страхом, безысходностью и казенными стенами. Но Лосяш не лаял и не скулил. Он просто молчал. Пес полностью отказался от еды, лишь изредка с огромным трудом, притрагиваясь к чистой воде, когда волонтеры буквально на коленях умоляли его сделать хотя бы глоток. Его пытались гладить, выводить на прогулки, угощать самыми дорогими лакомствами. Но он лишь вежливо, со своей исконной лабрадорской деликатностью и благородством, подставлял голову под чужие ладони, оставаясь при этом абсолютно безучастным и отрешенным. Он продолжал ждать. Каждую минуту, когда где-то в коридоре хлопала входная дверь вольерного блока или раздавались тяжелые мужские шаги, его уши на мгновение приподнимались, а в потухших глазах вспыхивал слабый, едва заметный огонек надежды. Он думал, что это его человек наконец-то вернулся, чтобы забрать его домой. Но в вольер входили совершенно чужие люди, и этот огонек снова гас, оставляя после себя лишь беспросветную тьму. Опытные ветеринары приюта лишь грустно качали головами, осматривая Лосяша. У пса не находили никаких явных физических заболеваний или травм, но он таял на глазах от тоски. Собаки умеют умирать от разбитого сердца и одиночества, и это был именно такой случай. Ему в самые кратчайшие сроки нужен был свой собственный, понимающий человек, готовый проявить бесконечное терпение. И чудо, сотворенное силой человеческого сопереживания и великой мощью интернета, произошло. Благодаря колоссальному отклику в сети и тысячам репостов, телефон волонтеров приюта практически не умолкал ни на минуту. Звонили люди из самых разных городов страны, предлагали финансовую помощь, любые дорогие корма, услуги лучших кинологов и психологов для животных. Но самое главное, десятки полноценных, добрых семей были искренне готовы забрать Лосяша к себе навсегда, прекрасно понимая, с какими трудностями им придется столкнуться в процессе его реабилитации. Администраторы приюта подошли к выбору новых хозяев со всей возможной строгостью и ответственностью, отсеивая случайных людей, поддавшихся мимолетному порыву эмоций. Лосяшу нужна была не просто крыша над головой и миска с едой. Ему нужно было глубокое, бережное психологическое исцеление. И такие люди, к счастью, нашлись. Молодая семейная пара, Анна и Михаил, потеряли своего собственного четвероногого друга больше года назад и с тех пор долго не решались завести новое животное, боясь повторения той невыносимой боли потери. Но когда Анна случайно увидела в своей новостной ленте фотографию грустного пса у пустой больничной койки, она расплакалась и сразу поняла — они с мужем должны спасти эту израненную душу, чтобы исцелиться вместе с ней. Михаил полностью поддержал супругу, и они немедленно выехали в приют. Благодаря интернету Лосяша из приюта увезли в новый дом менее чем за неделю, и это был абсолютный, невероятный рекорд для этого заведения, где крупные собаки часто годами ждут своего призрачного шанса. Когда Анна впервые подошла к вольеру и тихо позвала пса по имени, он не побежал к ней, как сделали бы другие, а лишь медленно поднял голову. Но в этот момент между ними пробежала та самая невидимая искра понимания. Девушка просто села на грязный пол вольера, не боясь испачкать одежду, и тихо заговорила с Лосяшем, рассказывая ему о том, какой красивый сад ждет его за городом, сколько там свободного места и как сильно они будут его беречь. Пес внимательно слушал, а потом впервые за все время пребывания в приюте подошел и робко уткнулся своим мокрым, холодным носом в ее теплую ладонь, словно принимая ее предложение и соглашаясь сделать первый шаг навстречу новой жизни.
Конечно, процесс адаптации в новом доме не был мгновенным и простым. Первые несколько дней на новом месте лосяш все так же много спал, прятался в самые дальние темные углы комнат и тревожно вздрагивал от каждого резкого шороха или звука шагов, постоянно проверяя, не исчезли ли эти новые люди, не бросили ли они его снова одного в этом огромном и непонятном мире. Он часами ходил по комнатам и подолгу изучал новые запахи, словно до последнего пытался отыскать среди них тот самый родной и привычный запах своего прежнего хозяина. Он почти не реагировал на игрушки и ел очень маленькими порциями, только когда в комнате никого не было. Но безграничное терпение, деликатность, тихий, убаюкивающий шепот Анны по вечерам и вкусные лакомства, которые Михаил аккуратно оставлял прямо перед его носом, постепенно сделали свое доброе дело. Лосяш начал оттаивать, словно весенний лед под первыми теплыми лучами солнца. Сначала он впервые робко вильнул своим большим хвостом, всего один раз, когда Анна вернулась с работы и принесла ему мягкий плед. Потом, через неделю, он сам подошел к дивану, на котором сидел Михаил, и аккуратно положил свою крупную голову ему на колени, закрыв глаза и подставляя уши для ласки. Это был момент окончательного перелома и победы над всепоглощающим горем. Слава Богу, эта трагическая и одновременно прекрасная история уже благополучно завершилась, и собака теперь надежно пристроена к по-настоящему хорошим, любящим и ответственным людям. Лосяш обрел свой второй дом, где его ценят и оберегают как полноправного члена семьи. Его преданное, благородное сердце, которое когда-то было разбито вдребезги внезапной потерей любимого человека, теперь медленно, по маленьким кусочкам, собирается заново, благодаря искренней человеческой заботе. Пес снова начинает проявлять свои лучшие качества лабрадора-полукровки, с любопытством поглядывая на прохожих во время прогулок и дружелюбно помахивая хвостом соседским собакам. И через некоторое время, мы все искренне надеемся и верим, он окончательно и полностью оправится от этого непомерного, казавшегося сначала вечным горя. Ведь истинная любовь, доброта и терпение — это единственные лекарства в мире, которые способны излечить даже самую глубокую, самую безутешную собачью тоску, возвращая радость жизни туда, где, казалось, навсегда воцарилась темнота.